Всем скол, викинги, с вами Викинг Даниил и игра War and Order. Сегодня мы рассмотрим очень быстро, очень оперативно, но очень важную тему. Это расстановка армии на оборону. Что, какие тиры ставить, какие войска брать и что вообще делать. Многие, кто начал игру, докачался хотя бы до 22 замка, а может быть и раньше, подвергся атакам и увидел, зайдя в игру, сжигаемый или горящий свой город. Как сделать так и правильно расставить войска на оборону, чтобы либо свой, либо подкрепляющий город вашего союзника вашего альянса закрепить правильно, выиграть оборону данного события и потерять намного меньшее количество войск. А все войска, напоминаю, попадают в госпиталь. Как правильно расставлять войска, смотри в этом видео. Казалось бы, что проще, чем прийти на помощь союзнику, который подвергается атаке, отправив к нему часть своей армии для укрепления обороны. Чаще всего вы берете... Итак, что может быть проще? Вы зашли в журнал или просто зашли в игру, видите атаку на вашего соклана, нажимаете усиление и делаете отправку всех возможных войск, равным вашему походу. Многие новички так и делают и крепят своих союзников, либо оставляют войска для крепа своего города, чем попало и как попало. Время идет, замки растут, люди набираются опыта. Специально для вас сделаю и этот гайд я, чтобы опыт свой передавать вам. И у всех возникает вопрос: а какую же армию лучше всего отправить, какой состав будет самый правильный, максимально эффективный, чтобы можно было как можно больше убить вражеской армии, а при этом как можно меньше потерять своих войск, ну и получить количество раненых. Давайте разберемся. Ставь лайк, если тебе интересна эта тема, и подписывайся на канал Викинг Даниил. Так, а что же мне поставить? Итак, в первую очередь мы берем всю пехоту нечетного уровня. Далее добавляем одного пеха четного уровня. Добавляем по одному коню четного и нечетного уровня. Вы знаете, многие не знают, что есть некий замочек, которым можно зафиксировать нужное количество, и выбирая верхний тир, это количество уже не собьется. Далее выбираем ангелов всех возможных уровней. У меня 3700 ангелов Т9 и 8426 ангелов Т8. Далее для обороны берем всех возможных луков нечетного уровня, ну и магов максимального четного уровня. Далее я добиваю все количество в полный размер похода луками, оставшимися луками четного уровня. Вы видите, что после перемещения бегунка зафиксированы замочком бегунки нижнего тира не изменились. Если данного количества у вас не хватает, добивайте пехами, луками, магами других высоких тиров. Итак, почему такое внимание четности? Дело в том, что у каждого вида войск есть свой навык, который различается на четном и нечетном уровне. Итак, навыки можно увидеть в казарме более подробно на каждом тире войск. Мы видим, что у кавалерии это атака кавалерии, когда ты на атакующей стороне осада, и у учетных тиров урон, точнее его уменьшение, наносимый лучникам. Но давайте пробежимся по каждому из видов по порядку. Почему мы взяли тот или иной вид войск? Пехота нечетного уровня. Мы взяли все возможные Т9, которые у нас есть. Вот пехота нечетного Т9 уровня имеет навык блокада. Она поднимает очки здоровья, когда ты именно с обороняющейся стороны, плюс 15%. Это делает нечетную пехоту в бою более выносливой, позволяет ей самостоятельно набить больше киллов, а самое главное, как можно дольше закрывать своей спиной луков и магов, дать им нанести максимальный урон врагу, и к тому же, в отличие от атаки,
В обороне армия не гибнет, а попадает в госпиталь. Если он не переполнен, конечно, надо следить за объемом госпиталя. Именно поэтому в предыдущих видео мы говорили, что нужно держать на максимуме медицинские палатки и уровень госпиталя. Поэтому пехоты можно отправлять очень и очень много. Они как каменная стена будут стоять на страже и защиты ваших воинов. Итак, луки нечетного уровня, к примеру Т9, у них есть сдерживание магов, бонус урона против магов. То есть некие такие слабые места магов, добавляющие урон 25% магов противника. Об обороне здесь вроде бы ни слова, но известно, что в атаку идет основная ударная сила, это маги, а пехоты составляет где-то 20%. При таком раскладе в обороне эффективнее иметь дополнительный урон по магам, а не по пехоте. Напоминаю, что дополнительный урон пехоте — это навык четных луков. Ну и конечно же маги любого четного уровня. Советую вам чуть-чуть хотя бы сделать магов Т8, Т10, которые имеют навык укрепить город. Само название несет в себе предрасположенность магов, которые бонусом урона для всех солдат во время обороны плюс 15% просто невероятно повышают урон, если вы обороняете город. Название говорит само за себя: 15% бонус урона при обороне города. Ну и конечно же наши любимые ангелы, о которых видео было буквально недавно. Ангелы, вот 340 ангелов как раз во время записи этого видео достраивается. И сразу же я буду ставить новых ангелов. Вы видите, 77 тысяч. У меня еще есть ресурса душ. 15,9 я потрачу на 340 ангелов. Вы представляете, сколько нужно потратить воинов, потерять воинов, чтобы иметь возможность построить такое количество ангелов. Нанимаем этих ангелов и подробнее о навыках. Это навык священный огонь, который высвобождает святое пламя, которое отдает приоритет юнитам заднего ряда каждые 7 секунд. И урон составляет 1,5 раза от обычной атаки. Это мы с вами обсуждали в предыдущих видео. Поэтому ангелы — это защитники, они созданы для обороны, их мощь превосходит мощь магов и луков в разы. Даже то, что их мало, они попадают под удар наряду с пехотой, им не мешает играть в обороне, так как они не погибнут. Они попадут в госпиталь. Главное следить. Еще раз следить. В обороне нужно следить и следить за наполнением и своевременным освобождением мест в госпитале. Итак, единички. Зачем же мы ставим эти заветные единички и создаем сеты на оборону, указывая единички в данном сете? Один пех, один конь делает вроде бы совсем ничтожный вклад в мощь обороняющейся армии. Но на самом деле у них есть важная тактическая роль. Дело в том, что во время боя, да и во время марша тоже, даже один солдат отдельного типа предстает в виде отдельного блока или полка. Враг сделает по одному удару на полк. Хоть внутри блока будет один солдат, хоть пара тысяч, это не важно. Каждый удар — это время, которое тратит враг и которое выигрывает наша армия для нанесения дополнительного урона врагу. Поэтому состав похода должен быть максимально разнообразным и включать все возможные виды армии, чтобы было как можно больше блоков. А отправляя всего лишь одного солдата вместо, скажем, 2000, вы сможете для магов сэкономить лишние места в походе. То же самое для луков. Также обозначенные построения на оборону, так же как и на атаку, я вам предлагаю сохранять в виде сетов. Их всего 8. 8 сетов, назовите его оборона, и увидев, как внезапно враг атакует вашего соклана, вашего союзника, альянса, вы незамедлительно, зная, что кнопка 2, к примеру, это кнопка на оборону, отправляете максимально сформированный, максимально быстро сформированный отряд войск с правильным построением своему соклану. И вместо просто отправки гурьбы войск на
стопроцентную смерть, вы отправите прямо правильное построение, правильную раскладку с правильными тирами. Пользуйтесь сетами. Друзья мои, вот и все вкратце, что нужно знать о построении при обороне своего замка, либо подкреплении замка вашего союзника, союзника вашего альянса, как расставлять тиры. Ставьте лайк, если информация была вам полезна, подписывайтесь на канал, смотрите предыдущее видео, потому что специально для вас я записываю эти гайды, которые помогут мой опыт передать вам, а вам не набивать лишних шишек и ошибок в развитии, построении и военной стратегии игры War in Order. По ссылке в описании скачивайте игру, ищите меня в королевстве 1423 или играйте в новом королевстве, основываясь на гайдах моего канала Викинг Даниил. С вами был Викинг Даниил, всем скол, викинги.